Раппорт данного узора 4 петли. Я буду вязать 3 раппорта. Это я сейчас наберу цепочку из 12 воздушных петель плюс 1 петля. Значит, мне надо набрать 13 воздушных петель. 13 воздушных петель набрала. Далее вяжем первый подготовительный ряд. 1 воздушная петля, и весь первый ряд мы вяжем столбики без накида в каждую петлю. До конца весь ряд довязываем столбиками без накида. Провязываем. Итак, вот провязали второй ряд. 3 воздушные петли провязали, и еще 2. Но вот здесь на третьей петле вы запомните, где она, вот 2 воздушные петли, разворачиваемся, и вот в эту петлю, вот где я говорила запомнить, провязываем столбик без накида. Во вторую петлю, хоть она вот и развернута, видно, тоже провязываем столбик без накида. И в третью петлю провязываем столбик без накида. Провязали. Далее вот эту петлю пропускаем, в следующую вводим крючок, провязываем столбик без накида. Во вторую петлю провязываем столбик без накида. И в третью петлю тоже провязываем столбик без накида. Вот что у нас получилось. 3 воздушные петли подъема. Снова вот здесь ставим ноготок, чтобы запомнить эту петлю. 2 воздушные петли. И, либо можно вот раз, два, а в третью вот так вводить, и можно так. И вяжем столбик без накида. Во вторую петлю провязываем столбик без накида. И в третью петлю провязываем столбик без накида. Провязали. Здесь вот мы вязали столбик без накида, одну петлю пропускаем, следующую вяжем столбик без накида, следующую петлю столбик без накида и еще один столбик без накида в следующую петлю. Всего их 3 столбика. Снова 5 воздушных петель, вот 1, 2, 3, третий держим, 2 воздушные петли подъема, вот в третью вот вводим крючок, провязываем 1 столбик, в следующую вот петлю цепочки воздушной 2 столбик, и вот третий столбик довязываем. Провязали. Одну петлю вот пропускаем, здесь вот столбик провязан, одну пропускаем, следующую вяжем столбик без накида, следующую вяжем и третий столбик. Провязали, вот всего 3 столбика. Снова вяжем 1, 2, 3, держим и 1, 2, 2 петли подъема. В третью петлю вводим крючок, провязываем столбик без накида. Во вторую петлю вяжем столбик без накида. И в третью петлю провязываем снова столбик без накида. Провязали. Далее заканчиваем ряд соединительным столбиком. Вот в крайнюю петлю вводим крючок, захватываем нить и протягиваем через петлю на крючке. Протянули. Разворачиваемся. И вот у нас здесь первая петля, в нее вводим крючок и провязываем соединительный столбик 1. Во вторую петлю 2 соединительный столбик. И вот третья петля, 3 соединительный столбик. Провязали. 1 воздушная петля. И вот где мы вязали 2 воздушные петли, сюда в кончик вот этого ряда провязываем столбик без накида. Вот такая штучка у нас получилась. Вот. Но это еще не все. Вяжем следующий ряд. Это у нас получается 3-й ряд. 2 воздушные петли. И смотрите, у нас вот здесь вот
идут вот такие вот видите, петельки. Вот в нее вводим крючок, вытягиваем один раз. Вот вторая, вот эта петля от второго столбика. Вводим сюда второй раз, вытягиваем по высоте. И третий раз. Вот такую вот вытянули петлю. И еще вот здесь было 3 столбика, еще 3 раза вытягиваем. Вот раз, вот второй раз и третий раз. Вот что у нас, смотрите, получилась вот такая кракозябра интересная. И по второй стороне вот мы еще раз, два и три. 3 столбика мы вязали. Вот в первую петлю вытягиваем, вторую вытягиваем и третью вытягиваем. Вот смотрите, сколько у нас всего, да? Вот сколько. Захватываем нить и протягиваем через все петли. Протянули 2 воздушные петли. И вот эту верхушку, где 2 воздушные вот петли, вводим крючок, провязываем столбик без накида. И вот такой элемент получился. И давайте снова вязать. Раз, два. Вот у нас раз, два, три, да? Вот здесь. Вот первая петля. Вытягиваем. Вторая петля. Вытягиваем. Третья петля. Вытягиваем. И вот где 3 столбика вязали. Вот первый. Вытягиваем повыше. Второй и третий. И теперь проходимся по краю снова. Раз, два и 3. Вот все петли вытянули, захватываем нить и через все протягиваем 2 воздушные петли. И вот здесь, где мы вязали петли подъема, сюда провязываем столбик без накида. Вот такая штучка вторая получилась. Снова 2 воздушные петли и повторяем. Вот третий элемент. Вот. Раз, два, 3 посередине. Раз, два, 3 и с этого края 3. Раз, два и третий. Вытянули через все петли и 2 воздушные петли. Раз, два и вот здесь соединяем. Вводим крючок в край и столбик без накида. Вот такая вот красота у нас получилась. Далее провязываем 4-й ряд. 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Запоминаем 3-ю петлю. 2 воздушные петли. Разворачиваемся и провязываем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и вот 3-я петля. 3-й столбик без накида. Провязали. Потом столбик без накида за воздушную петлю. Петли вот эти, где 2 воздушные петли мы провязывали, сюда вводим крючок и провязываем 1 столбик. Далее, вот где мы все вместе этот элемент соединяли, здесь есть отверстие. В него провязываем 3 столбика без накида. 3 столбика. Далее, вот она воздушные петли, да, 2 воздушные петли. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли, 2 петли подъема. Вот в 3-ю вводим крючок, провязываем столбик без накида 1, следующую петлю столбик 2 без накида и 3-й столбик без накида. Вот провязали. Далее, где воздушные петли, вот сюда провязываем столбик без накида, где мы 2 воздушные петли вязали. Вот такой вот элемент снова у нас получился. Далее 3 столбика без накида вяжем вот где у нас соединенные все вот этот узорчик, 3 столбика.
без накида в одну и ту же петлю основания. Провязали. Далее столбик без накида, вот идет воздушные 2 петли, сюда провязываем столбик без накида. Провязали. И повторяем. 3 воздушные петли подъема. Далее еще 2 воздушные петли, всего 5. В третью вводим крючок, провязываем столбик без накида. Во вторую петлю провязываем столбик без накида. И в третью петлю провязываем столбик без накида. Провязали. И вот 2 воздушные петли провязываем следующий столбик без накида. И 3 столбика без накида провязываем вот в этот центр. 1, 2, 3 столбика без накида. За воздушные петли вот эти арку провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 1, 2, в третью вводим крючок, провязываем столбик без накида 1, второй столбик без накида и третий. И заканчиваем здесь вот 1 петля у нас идет, вот она. Мы сюда провязываем столбик без накида. Провязали, вернее соединительный столбик. Сейчас, подождите, вот вытаскиваем. Соединительный столбик, вводим крючок, захватываем нить и протягиваем. Все. Разворачиваемся и поднимаемся. Смотрите, вот первая петля от первого столбика. Вяжем соединительный столбик. Не столбик, а соединительный. Во вторую и протягиваем. И в третью. И протягиваем. 1 воздушная петля. И вот здесь провязываем столбик без накида. Провязали 2 воздушные петли. Это уже у нас идет 5-й ряд, я начала. 5-й ряд мы немножечко по-другому вяжем, потому что здесь повторяется ряд 4-й и 5-й ряд. И потом я покажу еще 6-й ряд, как закрыть этот узор. Итак, провязали 2 воздушные петли. И смотрите, вот здесь с края у нас вытягивается 3 петли. 1, 2, 3. А вот здесь теперь у нас не 3, а 5. Смотрите, вот 1, 2, 3, 4 и 5. Здесь очень хорошо видно, вы не ошибетесь. А с этого края еще 3. 1, 2 и 3. Вот аж сколько у нас, 11 петель сейчас на крючке. Захватываем нить и через все протягиваем. И 2 воздушные петли. Все. Снова верхушку вот здесь провязываем столбик без накида. Снова 2 воздушные петли и повторяем. Вот здесь первая, вторая, 3. По центру 5 у нас идут. 1, 2, 3, 4 и 5. И вот здесь с краю 3. 1, 2 и 3. Вот сколько всего у нас здесь, да? И протягиваем через все петли. И 2 воздушные петли. 1 и 2. Столбик без накида. 2 воздушные петли. Вот видите, какая красота получается. И довязываем еще один элемент. Вот. 1, 2 петля, 3. Здесь теперь у нас 1 вытягиваем, 2, 3, 4, 5 и еще 3. 1,
2, 3. Захватываем нить и протягиваем 2 воздушные петли и заканчиваем столбиком без накида 5 ряд. И теперь мы заканчиваем 6-м рядом. Мы повторяем, как я уже сказала, с 4 по 5 ряд. Я тайм-коды, конечно же, оставлю внизу под видео в инфобоксе, где кнопка «Еще». Вы можете нажать, и там внизу вся информация по данному узору и тайм-коды, где 1, 2, 3 ряд. Вы можете сориентироваться. И как закрыть этот узор. 1 воздушная петля, разворачиваемся в вязание. Сюда же провязываем столбик без накида. За воздушную петлю вяжем столбик без накида. Сюда вот основание 3 столбика без накида. Где воздушная петля 1 столбик. Где следующая воздушная петля. Со второй стороны следующий столбик. 3 столбика без накида вот в центр. Снова столбик без накида, вот где воздушная петля с одной стороны. Со второй стороны 3 столбика без накида в центр. И заканчиваем 2 столбиками, вот где воздушные петли, и в крайнюю петлю, и 1 воздушная петля. Получится у вас вот такой вот красивый узор, вот такая вот красота. Это лицевая сторона, и вот она, изнаночная сторона. С 2 сторон узор очень красивый, эффектный. Данным узором можно связать. Так, можно вот так перевернуть, это, наверное, вот правильно, хотя он очень красиво со всех сторон смотрится. Я думаю, данным узором можно связать сумочку. Вот у меня есть косметичка. Можно в той косметичке применить вот такой вот узор, вот здесь ставить молнию, и будет очень красивая косметичка. Как раз будет отличный подарок на 8 марта. Конечно же, надо будет обязательно подкладку связать. Что бы я еще связала? Я бы попробовала еще с мохеровой какой-нибудь пряжи данный узор связать. Ну и интересно, конечно же, вас почитать, чтобы вы связали данным узором. Но узор, я считаю, просто потрясающий. Да, еще носочки, наверное, и следочки можно связать данным узором. Но мне интересно, вы всегда мне пишите очень оригинальные идеи, чтобы вы связали данными узорами. Так что на этом я заканчиваю свой мастер-класс. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.